дорогие подписчики канала Дело Мастера Боится. Сегодня мы с вами будем менять суппорт автомобиля ЗАЗ-1103. Он у меня поломался, в исходное положение не задвигается, вышел до края. Поэтому принято решение заменить его новый. Новый куплен мелитопольской фирмы Агат. И сразу же было выявлено, что плохие шланги тормозные. Куплен новые шланги Запорожского автомобильного завода. И также направляющие, которые вышли из строя. С ними я взял и колодки одним махом. Колодки черные, до этого стояли коричневые. Фирма ТОК. Старые истерлись. Вот старая и новая колодка для образца. Значит, для начала что нужно сделать? Сначала нужно снять старый тормозной суппорт и снять тормозной шланг. Но для этого некоторые сливают тормозную жидкость. Но в нашем случае я постараюсь сделать это с минимальными нагрузками, потерями. Поэтому я его снимать не буду. Пережму шланг и будем снимать. Значит, здесь сзади вставляется направляющие. Их отверстия, возможно, уже негодные. Новая, старая. Поэтому нужно хорошенько почистить. Можно бензином. Я использую вату с пинцетом. Хорошенечко прочищу от лишних абразивных веществ. Вот видите, какая грязная, старая смазка и все остальное. Также второе отверстие для направляющего пальца чистим хорошенечко, так как когда будет вставляться новый палец, возможно, что он будет опять подклинивать у нас. Теперь откручиваем шланг тормозной. Для этого используется ключ на 17 со стороны. Прикручивание шланга. Чтобы лишняя тормозная жидкость не вытекла на пол, поставим снизу чистую баночку и начнем разбирать. Здесь ключик на 10. Если не будет идти, можно смазать смазкой ВД. Фиксируем ключом на 17 от проворачивания и откручиваем.
скручено. Следующий этап это будет снятие шланга. Со своего места посадочного. Так мы сняли. На его место вставляем новый шланг. Таким методом. И закручиваем гайку. И после этого прикрутим второй конец до цилиндра. Теперь необходимо поставить фиксирующую скобу. Вот она стала на свое место. Все, теперь приступим к установке суппорта. Берем направляющие новые. Обильно смазываем их графитной смазкой. Здесь нужна специальная смазка, термостойкая, с медными вкраплениями, но у меня такой нет, поэтому я просто обильно смажу направляющие графитной смазкой и поставлю в эти отверстия. Здесь внизу есть пыльники, которые необходимо надеть на выступ основной части передней подвески. Для этого берем маленькую отверточку и аккуратненько поддеваем пыльник. Натягиваем его на край. Работа тонкая, желательно не порвать. Вот направляющие сальниками установлены на свои места. Много сальников, конечно, немножко приносит трудности. Если помучиться, все получится. Теперь на них устанавливаем суппорт.
Гайки, крепящие суппорт направляющим пальцем, закручены сверху, снизу. Сальники на своих местах. Следующий шаг — это установка тормозных колодок. Колодки у нас черного цвета. Они лучше, чем те, что были до этого. Судя по советам знающих людей. Значит, колодки устанавливаются. У них есть срез. С одной стороны, как я прочитал в интернете, говорят знающие люди, их нужно устанавливать срезом вверх. Хотя, если поставите другой стороной, особой ошибки не будет, и это особо не влияет на качество торможения. Устанавливаю на место поджимную пружину. Выступом этим необходимо попасть в выемку на нашем суппорте. Вот он стоит. Эта пружина служит для фиксации тормозных колодок в своих ячейках. Значит, выемка вверх ставим первую колодку, которая располагается со стороны суппорта. Сначала нижнюю часть заводим, поджимаем и вводим верхнюю часть. Вот она уже стоит на своем месте. То же самое делаем со второй колодкой. И вставляем тормозной диск. Он должен войти между тормозными колодками. У нас туговато, потому что колодки новые. Немножечко перекосили в своих гнездах. Теперь необходимо установить тормозной барабан, который крепится 3 болтами к тормозному диску и 6 болтами к оси колеса. Барабан вращается свободно. После этого нужно прокачать будет тормозную систему. Для этого снимаем ниппель с крана, ставим сюда шлангочку, одеваем, опускаем в баночку, можно майонезную, наливаем еще немножко тормозной жидкости. Опускаем, откручиваем на полоборота ключиком на 8 этот краник, и после 3 качков ассистента появляются пузырьки. Качаем до тех пор, пока воздух полностью не перестанет идти с системы тормозов. После прокачки тормозов устанавливаем колесо на место. Затягиваем
гайки крепления колеса. Вот так меняются суппорт на ЗАЗ-1103-02, не одинаковые Таврия Славута, тормозные колодки и шланги тормозных цилиндров. Будьте с нами, подписывайтесь на канал, дело мастера боится. Ставьте лайки, будьте с нами. Всем пока.